Всем привет, у нас сегодня на повестке дня LG G7. Опять новый смартфон, новая философия, в очередной раз линейка G преобразилась. Первый смартфон Optimus G вышел в 2012 году, аккурат после легендарного Nexus 4. Смартфоны-то в целом между собой были похожи, но Optimus популярности не сыскал, в отличие от Гуглофона. А вот следующий G2 уже получился классным и быстрым. Для своего времени устройство получилось классным, плюс LG придумали поставить кнопку питания и громкости на заднюю часть, правда, надолго они там не задержались. А вот G3 получился уже спорным аппаратом, потому что туда поместили Quad HD дисплей, что для того времени было как-то излишне. Следующий G4 вообще сильно выделялся дизайном, LG придумали сделать кожаную заднюю часть, смотрелась здорово и затиралась также здорово. Возможно, это был лучший аппарат серии, но от кожи все равно отказались в следующем поколении, потому что она затиралась, об этом я уже сказал, и в G5 отказались от кнопок громкости сзади, оставив только отпечаток с кнопкой питания. Плюс G5 стал модульным, модули делали сами LG, стоили они очень дорого и особой полезностью в итоге не выделились. Не пошло. На G6 эксперименты закончились, и мы просто увидели добротный смартфон с водозащитой, с защитой от ударов по военному стандарту, с кнопками нормальными и с большим экраном. Плюс это первый смартфон среди флагманов с соотношением сторон 18 к 9. 2018 год LG представляет G7, причем к названию добавляют слово ThinQ, которое появилось еще во времена MWC 2018 вместе с смартфоном LG V30s, а еще есть во всех умных гаджетах LG домашних. Что означает это хоть? Переводится как Thinking of you, думаем о вас. Ну, корейцы. Давайте посмотрим, что получилось. Больная тема, поэтому с ней закончим сразу. Да, тут есть вырез, да, его можно скрыть с сильными закруглениями или со слабыми, как угодно, можно цветное что-то поставить. И да, снизу рамка тоже толстая, можно было как-то экран вниз сместить. Идем дальше. В дизайне угадывается предшественник G6, закаленное стекло и металлический каркас. От него же досталась защита против воды по стандарту IP68 и защита от ударов по военному стандарту MIL STD810G. В том году тестировали, к G6 в этом плане никаких вопросов не было. Действительно крепкий телефон. Но, естественно, злоупотреблять ударами о землю не стоит. Переднюю панель занял большой экран на 6,1 дюйма с разрешением 3120 на 1440 пикселей и плотностью 563 точки на дюйм. Соотношение 19,5 к 9. Пошли еще дальше. Дисплей сделан по технологии MLCD+, то есть IPS. Почему именно он и плохо ли это? Нет, это скорее хорошо. Pixel 2 XL имеет один из самых плохих лотерейных OLED-дисплеев среди флагманов. И выпустили его именно LG. С IPS у компании давно хорошие отношения, поэтому выбор понятен. Более того, экран имеет максимальную яркость 1000 нит. На бумаге это самый высокий показатель среди смартфонов. На деле не сказать, что прям вся 1000 есть, но то, что сильно ярче, чем Pixel, да, но примерно на уровне iPhone 10. Естественно, есть полный охват цветового пространства DCI-P3, а еще никаких засветов, максимальные углы обзора, и вообще за такую матрицу можно и поцеловать какого-нибудь корейского инженера. Есть режим Always On, настраивается очень гибко. Тут нашлось применение искусственному интеллекту, именно поэтому в названии добавили приставку ThinQ. Смартфон сам анализирует окружение, подстраивает цвета дисплея, есть разные режимы эко, спорт, эксперт и так далее. И как-то нечего прокомментировать, потому что дисплей хороший, даже отличный, но смарт-функции в нем не ощущаются. На корпусе также появилось две новых кнопки. Во-первых, это кнопка питания, она переехала из сканера на правую сторону. А вторая кнопка «Привет, Samsung», управление голосовым ассистентом. Нажимаем, и включается Google Ассистент. Вот вам и вся философия Optimus G. Канула в лету. Внизу Type-C, говорят, быстрый, с поддержкой OTG, проверили, медленный, плюс джек 3,5, ура, микрофон, а также один динамик. И в телефоне он всего один. И это лучший музыкальный смартфон 2018 года, ну, по крайней мере, так LG сказали, потому что используется весь корпус телефона, чтобы резонировать, выдавать громкий звук, усиление баса в 2 раза, называется динамик Boombox, и это все очень здорово, динамик действительно классный, но он один, это не стерео. Поэтому какой к черту музыкальный смартфон? Кроме того, внутри стоит 32-битный ЦАП, Hi-Fi, Quad DAC с поддержкой DTS, X3D, Surround Sound 7.1 и кодека aptX HD. Но опять же, никакого стереоэффекта. А вот в наушниках звук супер, все-таки встроенный ЦАП — это хорошо. Камеры двойная сзади, каждый модуль по 16 мегапикселей с диафрагмами 1.6 и 1.9. Интересно, что здесь нет двойного оптического зума, как это бывает. Два глазка камеры нужны для широкоугольной картинки. LG не изменяет традициям хотя бы здесь. Есть HDR10 и портретный режим. Второй пример использования искусственного интеллекта. Он автоматически определяет сцену и объекты съемки, подбирая наиболее оптимальные настройки. В целом, камера, как по мне, мало чем
чем от G6 отличается. Есть небольшой перешарп, ночью в целом так себе, днем ок. Возможно, уровень какого-нибудь Galaxy S8, но явно не Huawei P20 Pro и не Pixel 2. Видео пишет 4К в 30 FPS, причем без оптической стабилизации, в остальных режимах с ней. Очень жаль, что 60 кадров нет. Передний глазок тоже широкоугольный, имеет разрешение 8 мегапикселей и апертуру 1.9. Камеру похвалю, неплохая. И да, здесь есть разблокировка по лицу, но работает она не очень быстро. Прям вот незадача. Почему? Железки. Все по-взрослому. Snapdragon 845, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. В версии G7 Plus, ThinQ, 6 и 128 гигабайт соответственно. Есть слот под microSD, NFC, Bluetooth 5 версии, даже радио. Работает все на Android 8.0 Oreo из коробки. Правда, от голого Android здесь ничего нет, но оболочка за последние пару лет стала сильно лучше. Батарея в G7 совсем небольшая для такого дисплея, 3000 мАч, но LG заявили, что MLCD Plus расходует на 30% меньше энергии. По факту 4 часа экрана, но до 8 вечера его хватит, что в принципе уже неплохо. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и получается быструю зарядку Quick Charge 4.0 из-за процессора, но в комплекте лежит зарядник Quick Charge 4.0. Странно. Возможно, стоит попробовать докупить нормальный зарядник и попробовать. В продаже будет 4 цвета: Aurora Black, Moroccan Blue, Platinum Grey и Raspberry Rose. Российская адаптация цветов пока не названа, как, собственно, и цены. Смартфон пока что поступил в продажу только в Южной Корее. Но у нас уже со дня на день. Итого, лучшее железо, неплохая камера, защита от воды и пыли, защита от ударов, встроенный Hi-Fi ЦАП, новый Bluetooth, один из самых ярких дисплеев на рынке, если не самый яркий, очень громкий динамик, чуть не забыл, шикарная вибрация, как на LG V30. Получается, в этом смартфоне есть вообще все, и он практически идеальный, но почему-то не цепляет. Может быть, потому что здесь есть та самая пресловутая челка, или потому что от плана LG ничего не осталось, ни модульности, ни кнопок сзади. Непонятно. К инженерам никаких вопросов нет, телефон действительно получился хороший, но он ничем не выделяется. Я думаю, что это чисто для фанатов компании. Вот такие выводы. Не забывайте подписываться, вообще можем сыграть в игру. Вы приносите хотя бы своего одного друга, подписывайте на канал, а мы делаем больше роликов. Как вам? Но только того, кто еще не подписан. Правда, долго они там не составились. Йода.